Всем добрый день, это компания Vinteo, меня зовут Руслан, и сегодня мы распакуем, подключим и настроим один из продуктов компании Vinteo – терминал Vinteo ST. Терминал Vinteo ST – это комплексное решение от компании Vinteo, представляющее из себя сервер ВКС, на котором можно собрать до 10 участников в конференцию. Естественно, он может использоваться и как оконечное устройство, выступать в качестве каскадного сервера, собирать участников локальной сети для дальнейшего подключения к головному серверу одним видеопотоком, как и все решения Vinteo. Помимо этого, с его помощью можно просматривать трансляции мероприятий на сервере ВКС Vinteo. Терминал поставляется вот в таком виде. Давайте откроем коробку и посмотрим, что там внутри. Итак, мы все распаковали, и давайте посмотрим, что у нас есть в комплектации. HD-камера, терминал, опциональная внешняя звуковая карта, микрофон. В зависимости от комплектации микрофон может быть разным, об этом чуть позже. Два пульта от терминала и от камеры, соединительные провода и блоки питания. Сразу хочется отметить, что существует версия терминала под названием Vinteo T. Напомню, что это у нас Vinteo ST. Отличаются они внешне прежде всего тем, что у Vinteo ST вот здесь на задней панели существует два HDMI входа для захвата видеоизображения, в отличие от Vinteo T. Теперь давайте все это соединим между собой и подключим к нашему монитору. Начнем с того, что подключим кабелем HDMI нашу камеру. Здесь у нас идет Pan Tilt Zoom камера, сокращенно PTZ. Если вы захотите управлять вашей камерой с пульта терминала, то вам необходимо будет подключить управляющий провод, он также идет в комплекте. Если вы по каким-то причинам захотите оставить только HDMI подключение, то камерой нужно будет управлять с ее собственного пульта. Далее подключаем наш экран, выход HDMI. В порт LAN подключаем сеть. Далее вставляем кабель питания в камеру и терминал. Берем звуковую карту, она нужна в том числе и для подачи фантомного питания на микрофон. Ее соединяем с терминалом по USB кабелю, а в саму звуковую карту вставляем наш микрофон. Кстати, о микрофоне. В этой комплектации мы используем вот такой микрофон, но вам может попасться комплектация, в которой встречается вот такой микрофон. Если ваш микрофон аналоговый, то подключается он напрямую к терминалу через вот этот вход розового цвета. Если у вас возникли проблемы с подключением микрофона или вообще с терминалом, вы всегда можете обратиться в нашу техподдержку, и вам обязательно помогут. Итак, мы подключили устройство между собой и подсоединили это все к нашему монитору. Хочу заметить, что мы рекомендуем использовать для работы два монитора, поскольку может быть два видеопотока, основное видео и презентация, но даже с одним монитором вы прекрасно сможете пользоваться терминалом Vinteo ST. Кстати, немаловажный момент. Если у вас, как в нашем случае, монитор идет со встроенными динамиками, либо это может быть телевизор, тогда больше ничего делать не нужно. Но если вы хотите подключить внешний источник звука, например, наушники или колонки, то вам нужно будет воспользоваться выходом зеленого цвета сверху на задней панели терминала. Итак, наш терминал включен, и теперь необходимо осуществить быструю настройку. В принципе, здесь все интуитивно понятно, но я расскажу в подробностях. Щелкаем «Начать сейчас». Воспользуйтесь вот этим пультом от терминала. Здесь выбираем язык русский, либо английский. Здесь можно задать имя вашему терминалу, ну, например, терминал 9. Или так, как вам нравится, нажимаем кнопку «Сохранить». Либо можно просто пропустить этот пункт, нажать «Далее». Выбираем время, дату и часовой пояс. Также можно использовать NTP, чтобы получать эти данные автоматически. Щелкаем «Далее».
Здесь можно настроить IPv4. По умолчанию здесь стоит использовать DHCP. Вы можете настроить эти данные вручную, либо вовсе отключить его. Если вы планируете использовать IPv6, по умолчанию он отключен. Нажимаем «Далее». Здесь по умолчанию стоит доступ по веб. Если вам нужно будет управлять терминалом удаленно, то можно поставить галочку «Доступ по SSH». Щелкаем «Далее». Здесь можно задать пароль администратора. Без необходимости лучше этого не делать, поскольку если вы забудете этот пароль, то получить доступ к терминалу будет довольно непросто. Нажимаем «Завершить». И ваш терминал готов к работе. После того, как вы осуществили подключение и первоначальную настройку терминала, можно осуществлять и принимать звонки. О том, как это сделать, я расскажу в одном из следующих видео.